Здорово, народ. Привет, чатик. Здравствуйте, человеки, смотрящие в запись. Вечерочка вам. Сорян, что отключился, так сказать, резко на 2 дня. Для тех, кто не в курсе, там Ксюшина мама как бы в реанимации была. Вот, и там какие-то осложнения начались. Ксюшка запереживала сильно. Вот. Ну, потому что нам по факту 5 дней не говорили, что происходит. Вот. Сделали операцию. Все прошло нормально. Вот. Но вот диагноз не очень. По диагнозу получается, что повреждение печени примерно... Ну, короче, не цирроз 3-й степени, но, типа, очень сильное повреждение печени. Оказывается, у нее этот диагноз раньше был, просто она забила болт на него, не стала лечиться, и вот до этого дошло. Вот. Так что, да, вот такая ситуевина. Естественно, это не лечится, только процедуры восстановления там всякие и так далее. Ну, как-то так, да. 2 дня как раз YouTube лагал. Да, вот видишь, я думал, это я паранойю уже. Посмотрел, народ вчера стримил. Да, у всех такая жопа тоже была. Так что нет, это все-таки не локальная фигня какая-то была, это реально что-то с Ютубом было. Короче, как-то так. Но вроде сейчас все более-менее, у нее состояние стабилизировалось. Прикиньте, она сегодня в первый раз поест. 6 дней. Я вообще офигею. Вчера вечером YouTube включил. Пипец просто. Ну вот, как-то да. Вербен, привет. Так что да. Очень классный месяц. Но, знаешь, вот я очень сильно надеюсь, что 1 числа он закончится, и все это говно закончится наконец-то. Потому что это какой-то трэш уже совсем. Я уже боюсь телефон брать, когда кто-то звонит. Я думаю, сейчас подойду, ну, типа, посмотрю на экран, и там опять какие-то офигенные новости в таком же духе. Вот так. Ну, Вольфган, здорово. Сколько лет меня не было? 1000. Вот такие дела. Так что сорян, вообще было не до стримов, естественно. Вот эти 2 дня. Да вообще последние 3 дня, наверное, даже. Фух. Но главное, что там просто очень печальная история, потому что она лежит в палате, и там с ней девушка, ну, женщина. Вот, у нее диагностировали, да, цирроз 3-й степени. Это все. Это... лет 5 осталось человеку, и все. Но с чего я офигел, я не знал. Оказывается, у нас делают пересадку по ОМС. То есть ты можешь встать в очередь, дождаться донора. Вот, если тебе повезет, ты дождешься донора нужного, подходящего, тебе сделают пересадку по ОМС. Чё? Серьезно? Я офигел. Вот так вот. Увеличенная печень была в 2 раза при гепатите и диабете. Все вылечил. Жирного нельзя, сахара много нельзя. Да, там дофига ограничений. Ну ничего, посмотрим. Ксюшка злая по большей части. Перенервничала, естественно. А теперь злится то, что, ну, блин, предупреждали, что так будет. Вот. Ну там понятно, там полгода было не до своего здоровья. Ладно, не будем о грустном. Как бы вроде как бы вот худшие опасения отошли, потому что там было настолько все непонятно, что казалось уже все, типа, трындец. Как звучит микрофон? Я сейчас так кайфую, потому что мне параллельно с этим всем пришел проводочек, который решил по факту главную проблему, которая у меня была. Ну, для многих это несуществующая проблема, потому что многие даже разницу не заметят.
Это не в обиду сказано, я просто имею в виду, что я прекрасно понимаю, что далеко не все там аудиофилы сидят с какими-то наушниками обалденными. Но просто вот если полностью выключить звук, да, вот вы можете услышать шум компьютера на заднем фоне, и все. Никакого белого шума, никаких помех вообще. Кристально чистый звук. Я просто в восторге. Если что, я об этом 10 лет почти что мечтал, но не знал, как этого добиться. Ярый, спасибо большое, здорово. Думаю о хорошем. Да, я уже более-менее, я вчера как-то вся пришел. Вот, и Ксюшка тоже как-то, ну, вот, когда сказали, что все нормально, типа, операция прошла успешно, что без осложнений, там, она съездила к маме, ей лучше стало, уже она там ходить начала и так далее, и там попить дали, вот, уже как-то полегчало, так что нормально. Клаббок, спасибо большое, привет, здорово, здорово, здравствуй. Пока не забыл. Анастасия, Александр, спасибо огромнейшее за портал. Удачного стрима, спасибо, спасибо. Вот сижу с язвой желудка, ограничений полно. Ну, вообще ЖКТ это дело такое. Лучше на него не забивать. Ладно, все, хорош. А то, если честно, такое ощущение, что я весь этот месяц запускаю стрим, чтобы пожаловаться на то, что в жизни еще какое-то дерьмо произошло. Ну вот. А чё, погнали? Потихонечку. Надеюсь, сегодня багулек никаких не будет. Неприятных, которые прям портят впечатление. Ну вот, но патчи вроде не выходило на бокс, к сожалению. Так что не знаю. Начнем, естественно, заново, потому что я тот стрим выкинул нафиг, потому что и смысла в нем... Ну, тут он супер короткий был, и начало багованное было, и ну, с субтитрами проблема, конечно, видимо, никак не чинится. Пока что. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас я настройки только перепроверю. Я точно отключил же, да? Где это было-то? Да, господи. Размыть эффект пленки. Ах, где? Не вижу опять. Опять не могу найти этот пункт. А, вот, цензура наготы. Все, есть. А то мне там сказали, там потом писюн на пол экрана будет. А за это спокойно может стрим в помойку улететь. Я уже много раз рассказывал у Ксюхи, так просто во время стрима, ну, просто стрим удалили по ордеру 1886, потому что там в сцене с борделем на секунду писюн торчит. Окей. Let's go. Let's go. Пошли на голову мужика смотреть опять. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Ну да, с субтитрами беда все еще. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces.
Если сделать сабы поменьше, то вроде починится. Давай. Давай попробуем. Может починиться действительно. Окей. И опять... она опять забаговала. Нормально. Разбаговалась. Вроде бы. Александр, здравствуй. Здравствуй. Это первая забагованная игра от Remedy за все время запуска с ПК. Нет, Xbox Series X. Не слышал про баги в игре. Ну, Спайдер, ты не слышала, я в нескольких обзорах видел, что да, это прям первая багованная на релизе игра от Remedy. Потому что обычно у них проблемы только с оптимизацией, что Control, что... как он назывался? Quantum Break вообще не играбельный был на ПК, когда вышел. Ой, там в 720p надо было играть, чтобы хоть что-то получилось. Но багов обычно не было. А тут внезапно. Да, геперный, господи. Второй раз ловлюсь уже на этом. Сейчас, секунду. Молдова, спасибо большущее. Спасибо. Прохожу Макс Пейн 1 на iPad. Саня со стримчиком. Блин, да, кстати, Макс Пейн даже на телефоне, если геймпад подрубить, вообще офигенно играется. Я в электричке гоняю периодически. Жесть, как же темно, я ничего не вижу. Меня лампами пересвечивает экран. Я не вижу. Давай, мужик, ты справишься. Или нет? Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery.
What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Да, сабы, конечно, сильно портят впечатление. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Меня сейчас опять, блин, разнесет из-за голоса. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Да. Здорово, ребят, кто подошел. Стримеров, да, прилично. Before we get swallowed up by the trees. Так. Ну, допустим. Допустим, я что-то запомнил. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Окей, посмотри, я пока тачку проверю. Мне вот интересно, здесь есть смысл осматривать вообще все подряд? Hey, over here. Здрасте. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Андерсон. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple.
just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Есть смысл все осматривать, понял. Хорошо. Ну, давай здесь просто пробежимся. Я просто не знаю здесь куда-то вообще заглянуть можно еще. Заметил тебе по Алану с Гедоном буквально на пол стрима, в середине стрима опомнился, остальное включил стрим. А, да. Да, мы сегодня с чистого листа. Ну, чтобы все единым фронтом было, а не по кускам каким-то оборванным. Да ща пойдем, мать, не переживай. Ладно, если даже игра говорит, иди. Некоторые обзорщики называют игру симулятором ходьбы. Да, она вполне себе может быть такой. У Remedy странные игры всегда были. Ну, не считая Максов, наверное. Ждали вторую часть всей студии. Какие же ламповые воспоминания остались от первой. Блин, ну первая часть вообще огонь. Заметил, что наши забугорные стримеры сейчас катают на консолях, а по качеству такой дорогой, оптимизация нулевая. Ну, во-первых, проблема с оптимизацией многих игр, это раз. То есть, если игра на Unreal, лучше брать на консоли, хотя на консолях тоже с оптимизацией не очень. Вот. Я, например, брал просто, чтобы не разбираться, как в Epic Game Store покупать игру. Мне было проще на Xbox взять. Вот. Поэтому... Ну, забугорные все играют на консолях в целом. Это у нас как бы ПК основная платформа была всегда. Вот. А за рубежом все играют на консолях. Мало кто играет на ПК. Так, что там... Не сюда, вот сюда. А ты мне подсказку-то дашь, что нажать-то? Я уже не помню уже. Ладно, может потом даст. Или мне с кейси перетереть надо? Нет, вроде. I need to think through the facts of the case. А, о, все, доска зацепок. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Я так понимаю, короче, субтитры сломаны только в кат-сценах. Вы заметили, да? Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Так, угу. Окей. Давай посмотрим. Жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Томас Лейн, стоматолог. Колотые раны, синяки на запястьях. Венди Дэвис, учительница, тело раздуто, обширная рана грудной клетки. Перси Вульф, хозяин магазина, синяки. Сердце удалено, странные татуировки. Окей, методы убийства. Детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Совпадает с убийством в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. На двух убитых видны синяки. Жертвы были связаны ремнями.
Труп побывал в воде, вот почему его так раздуло, но только одну жертву обнаружили в водоеме. Портрет убийцы, ну да, поговорить с кем-то еще. Тело третьей жертвы испещрено татуировками. Убийца пытался что-то сказать или в ком-то просто умер художник. Кроме года исчезновения между ними нет ничего общего. Возможно, убийца спортсмен или охотник. Угу. В окрестностях Брайт Фоллс произошла череда убийств. Чтобы найти душегуба, нам нужно установить связь между преступлениями. Окей. Это карта. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Игра даже на паузу не ставится в этот момент. Окей, любопытно. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Красивенько, конечно. Клэр, привет. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Миррор Пик — могучая гора вдали. Ничто иное, как Миррор Пик — культовая достопримечательность с видом на озеро Колдерн. Под правильным углом вершина будет отражаться на глухой глади озера во всей своей перевернутой красоте. Слово чертоги разума, ГГ работает в реальном времени. Да, я в курсе. Мы только что игра об этом говорила. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. Угу. I'll be back in a second. Roger. Пока я что-то не вижу смысла осматриваться в лесу. Сюда нам нельзя даже. Окей. Странно. Мортар Фоллс — невероятное чудо природы, будоражит дух и задает атмосферу всему пейзажу. Бушующие воды у подножия водопада напоминают ступку и пестик, подобные тем, которыми по преданию пользовалась ведьма с озера Колдерн, чтобы летать по ночному небу. Ведьма. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Мой папа любит говорить, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не очень понимаю, как именно оно делает нас сильнее, но, может, тебе эта мудрость пригодится. Фрагменты рукописи. Улучшение оружия. Окей, понял. Прокачка через рукопись — это
необычно. Мальца. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Так, нам не сюда. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Hey! Здорово. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ну, пойдем, коли не шутишь. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Так, надеюсь, нам дадут потом посмотреть. You guys hiring? Oni, he's joking. Let's just see this body, shall we? И тут так сильно шакалит качество, просто не вижу, где здесь Next Gen. Эти минимальные настройки графики же. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Ну, так я только за, а взаимодействие будет какое-то? А, ну. Body is positioned on the table. Ritualistic. Окей. Открыть список собранных саговых улик, чтобы выбрать изображение и добавить его на доску. Ну... Ага. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Угу. Так. Появится новый вопрос. Ага, окей. Цели. Исследовать место преступления. Окей. Рассмотрите доску. Угу. Совпадает с предыдущими убийствами или нет. Окей. Понял. Или можем прямо сейчас это сделать. Дела. Ланчбок Кейси. Окей, ладно. Что-то не до конца понимаю, как это работает система, но сейчас все осмотрим и будет видно. Или нет? Исследовать место преступления, ну. Исследуем. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Окей.
That's it. Окей. Очень странно, это не очень интуитивно, короче, с первого раза. Лады. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Улики помогли найти ответы на открытый вопрос и разблокировали умозаключения. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Окей. Почерк тот же, но убийцам что-то помешало. Возможно, на этот раз удастся обнаружить новые зацепки. Так, разузнать о жертве. Окей. Говорить с кем-то еще. Окей. Who is our victim? Who killed him? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Серьезно? Robert Nightingale? Это он? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Серьезно, это Найтингейл? Окей. Но если вы не играли в первую часть, то это вам вообще ничего не дает, скорее всего. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Мозг сломаешь на этой доске. Да нет, тут все автоматически работает, просто не очень понятно, куда нажать, чтобы дальше заработало. Здесь все само собирается, по факту. Как в... как же он назывался-то? Про призрака детектива. Murdered Soul Suspect. Там тоже, типа, есть расследование, но на самом деле тебе нужно просто потыкать на улики, и они сами собираются в картину. Короче, мозгом думать не нужно. Сколько я понимаю, тут 842p натянутые как сова на глобус, поэтому рассуждать о качестве картинки не имеет смысла. Ну да, это минимальная настройка графики. Так что это минималки. Ну, на ПК, если бы вы играли. Я считаю, вообще отлично. Ну, плюс это режим 60 FPS. Если я включу 30 FPS, то, наверное, будет намного лучше. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Боцман, спасибо большое, здорово. Привет. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Как по мне, здесь картинка плюс-минус близка к Quantum Break. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Может быть. То есть мне нужно сначала... Окей. Мне нужно сначала с этими зацепками разобраться. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Brайт Фоллс 13 years ago. Психическое состояние на момент исчезновения неизвестно. Ну, на будущее прям написано, лол.
Окей, ну раз на будущее, то пожалуйста. Was he killed here or brought here after? For display. Ну, а с этим можно взаимодействовать? Multiple people were here. Multiple killers? Так, что-то еще? Похоже, все. Так. Ну и чё, какие выводы мы делаем? Или я здесь что-то еще могу рассмотреть? Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Окей. Boot prints, indicating multiple killers. Ага. Quite the party. Предумышленное или нет? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Любопытно. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Окей. Там на боксе обновление к Алану появилось. Серьезно, блин? Вот только что ли? До стрима специально проверял, не было обновы. Макс Пейн, что ли? Да? Ну, это не Макс Пейн, но... Короче... Если что, это прототип... Ну... Права на Макса Пейна принадлежат Рокстару, потому что Remedy в свое время отдали права на серию Рокстарам, которые делали третью часть. Вот. Поэтому они не могли добавить в свою игру Макса Пейна. Поэтому они сделали, собственно, Алекса Кейси, которому дали внешность Макса из первой части, Сэма Лейка. И, собственно, дали голос актера озвучки. Макса Пейна, я забыл, как его зовут, к сожалению. Стыд и позор, мне оно вылетело из головы. Вот. Так что, по факту, это Макс Пейн. Типа, но не совсем. Это персонаж, созданный по мотивам Макса Пейна, короче. Leatherface, спасибо большое, здорово. Ждал твое прохождение. Спасибо. Спасибо, привет. This mug always cheers me up. Не худшая мать. Окей. Сага может интуитивно обнаружить новые улики, составляя досье на интересующие лица. Окей, пропавший. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Обнову поставить? Ну давай, а сколько у нас стрим-то идет? Блин, даже часа не прошло. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual.
and Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Окей. Откуда пришла жертва? Из озера. Та-дам! Где он был 13 лет? Ну, в первой части его тьма утащила. Вот. Так, а на карте озеро-то отмечено у нас. На 3 гига. А, ну вот озеро, собственно. Так, ну нам нужно сохраниться. А как здесь сохраняться? А, ну здесь есть quick resume, наверное, в любом случае. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Блин, а как сохраняться-то реально? Термос кофе. А где он? Он здесь, в смысле, или его найти надо? My first ever prank on Casey. A true classic. Ты ему кофе посолила, что ли? Серьезно? Вот это пранкануло, так пранкануло, ничего не скажешь. А потом будет. Окей, понял. Я просто хочу сначала засейвиться на всякий случай. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Окей. Потопали. Ой, стоп. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Окей. Да, я It's not смотрю. that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Так, ага. Коробочка. Любишь вязаные вещи, героиня? Я попросила их сделать специально для тебя. Окей. Нам фрагментов этих нужно дофига прям набрать, чтобы качнуть что-то. НЛО для чайников. Полное руководство по наблюдению за неопознанными летающими объектами. Запишу на случай, если все повторится и память снова подведет меня. Меня снова посетило это чувство, накатило в 1:45 ночи, и я только уговорил бутылку Ахма на крыльце трейлера. Я забрался в машину и поехал, пытаясь угнаться за чувством. На небе не было на небе было полно звезд. А вот луна не удосужилась показаться. Как и ожидалось, чувство вело меня мимо Брайт Фоллс к озеру Колдрон. Я пытался найти верное место, верную эмоцию, мысль, сочетание этого всего, чтобы случилось то самое. Трясясь от мысли, что оно может случиться. А оно все не происходило. Той ночью не происходило. Это раздражало, но и успокаивало одновременно. Я смотрел на небо в поисках форм, объектов, безрезультатно. Но потом я дважды моргнул и заметил стремительно тающие очертания восьмигранника. Я собрался было уезжать, но тут почуял, что кто-то следит за мной. Кто-то был рядом, но не рядом. Он, точно он. Интересно, он знает, что я иду по его следу? Я не зря приехал в Брайт Фоллс. Какая интересная заметочка. НЛО.
Да, я понял, зачем они карту добавили, я уже потерялся. Окей, пойдем. А, дай там осмотреться. Где он нас ждал? Замечена подозрительная активность. Разведчику показалось, что он видел движение в кустах. Рядом были найдены следы, но некоторые из них он же сам и затоптал. На будущее обучить разведчика. Докладывать нечего, несколько животных, все как всегда. После наступления темноты появились охотники, браконьеры. Слышал пару выстрелов, точно не наши. Надо присматривать за ними, а то заберут, забредут куда не положено. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Ну, ян-то да, намусорили знатно. Заперт. Окей. Как-то ничего особенного так и не нашли. По факту. Так, здесь еще наверх можно пройти. Но нас, наверное, туда не пустят, да? Отсылка на Quantum Break. Что за отсылка, я пропустил? Предмет силы в контроле. А, ты про термос. Да, да. Это отсылка. Ну, в смысле, Quantum Break. Контрол. Это в контроле был этот объект силы. Термос. Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колден. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Leatherface, спасибо еще раз большое. Спасибо еще раз большое. Капец, я отвык от стандартного xbox-овского контроллера, потому что на это самое... На элитке ты же можешь затянуть курки. Ой, не курки, а стики, чтобы они туже были. А на стандартном они такие прям болтаются. И у меня все время камера перекручивается слишком сильно. Ох, мать, сколько здесь чтива. Как же Remedy любит писанины напихать в игру. Просто миллиард. Видишь, мне Сьюзен сказала, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь говорить... Говорит, родители хотят найти нормальную работу, отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто захочет остаться в этом сраном Брайт Фоллс? Короче, я признался и сказала спасибо. Убейте меня об стену. Leatherface, спасибо еще раз. Вчера ночью снова улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину озера, сходил к ней. Хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Leatherface, да что такое? Что случилось? Спасибо еще раз. У тебя там что-то заглючило, может быть? Hey, Casey. What's the forest's favorite shape?
Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Окей, забавная шутка. Ну, короче, если что, то Control связывает все игры Remedy в единую вселенную. И Кейси, который по факту выступает в роли Макса Пейна, как бы тоже относится к этой вселенной. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колден получило свое название из-за похожей на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, и из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально она не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призывала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Leatherface, спасибо еще раз. Донатный приступ случился. Спасибо. I'll be back in a second. Капец тут чаще. Миядзаки, я чую твой дух. Water's too deep. Я чую дух Миядзакича. В сравнению с контролем здесь мало записок. Ну да, в контроле их просто задолбаешься читать, и особенно из-за того, что половина вычеркнута, блин, сиди угадывай, что там написано. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Спасибо, достижение. За то, что все субтитры перекрыло. Обожаю, когда так происходит на Xbox. Так. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Значит, убийца следит за нами. Давай, поиграем. Тут еще одной улики не хватает. Подожди. Ага. Досье. Страница. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside,
The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Окей. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Окей. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Здорово, ребят, кто подошел, здрасте. Не, Quantum Break. В Квантуме было видео про Алана Уэйка. Так что Quantum Break по умолчанию часть вселенной. Это я точно помню. Ой, здесь можно в квикслоты засунуть, да? Подожди, а как? Так. А как квикслот поставить? Вот ячейка доступа. Вот, давай вот так сделаем. А это что такое? Увеличивает максимальный уровень здоровья. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Good. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Он сказал эту фразу. It's all about control. Ну, я думаю, это просто совпадение такое. Помимо основного расследования есть вторичное. Ну, логично, наверное. Говорит, Алин, привет. Вот бы Remedy выкупили права на Quantum, завершили его историю. Ну, так она, в принципе, завершена. Просто там клиффхенгер в конце, но... Не знаю. Quantum же провалился по факту. В Quantum Break была книга «Внезапная остановка» с автографом Уэйка. Так что да. Но я точно помню, там в самом начале игры, когда ты идешь через кампус, там прям видос есть, по-моему, про Алана Уэйка. Все игры вселенной прошел. Ну, я единственное, Control не очень оценил на релизе, я очень хочу его перепройти. Может, кстати, после второй части можно будет пройти Control, чтобы связь понять напрямую. Там же не раскрыто, что стало причиной второго конца времени. Ну, скорее всего, они планировали DLC, но из-за того, что игра провалилась, убрали в долгий ящик. Я так думаю. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Braitt Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Чё, ты можешь посмотреть дела, там у тебя в расследовании горела кнопка X, где все улики. Да, это же другое. Это просто дела. Ну, у меня новых пока нет в любом случае. То есть... А, нет.
Это что такое? Точки интереса дел показывают предметы информации, собранные сагой для отслеживания прогресса коллекции. А, ну это коллектаблс, короче. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. А, не, серьезно? Это прям еще одно дело. Оу, окей, спасибо. Я просто не въехал, значит. Я не знал, что она имеет значение какое-то. Так, а что там написано-то? Подожди. Ланчбокс, найденный рядом с кемпингом на озере Колдрон. Кто их оставил? Ага. Ага, видите, не дают просто ошибиться даже. В записке внутри говорится о вязании вещей специально для меня. Откуда ее автор узнать, что я люблю вязать? Может, это просто совпадение? Автор записок пытается вдохновить кого-то. Неужели меня? Окей. Не очень просто понятно листаются дела. То есть, ну, не видно, на что ты переключился. Так, ключ. Да, обходной ключ. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Что за батва такая? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. A lunchbox again. Еще одна. Who's leaving these out here? Героиня, ты не одна. Героического у тебя дня. Героиня? В каком смысле? Кто это здесь оставил? Так, а сколько у нас там этих самых? Давай посмотрим. У нас 7, а нужно минимум 12. Понял. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Забавно, что они перевели. See you in a bit. Take your time. Забавно, что они перевели, типа, записать убийство вместо, ну, того, чтобы перевести правильно, что, типа, снять снаф-фильм. Потому что у нас, по-моему, не очень распространено понятие снафов. Мне так кажется. Может, я не прав. Может, просто не поняли смысл. I want to walk around for a minute. You know where to find me. А в смысле, она мне сюда разве, алло? Блин, я здесь вообще не ориентируюсь. Все такое, блин... Как это сказать-то, даже не знаю. Ультра детализированное и при этом одинаковое. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Поехали. I can't get that manuscript page out of my head.
I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Брайт Фоллс. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Вот сюда мы приплывали, если что. Вот та самая кофейня. Так, пойдем найдем точку сохранения. Мне еще хочется посмотреть, как игра выглядит в режиме качества, потому что в режиме производительности, конечно, видно проблемки некоторые. Здрасте. Подожди. А мне разве не сюда? А, это, господи, это похоронное бюро. Мне казалось, это оно. А, наверное, потому что мы вот сюда подплывали, а не туда. А, вот он. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Андерсон. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Ну, главный герой Quantum Break, пожалуйста. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Не, ну это просто тот же самый актер, вот и все. Но забавно. Так. Можно мне кофе, чтобы сохраниться? Что, машина все еще сломана? Да. Музыкальный автомат не работает. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Hi. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Сейчас, секунду, ради интереса дайте туда сходить. Идти темень. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Карта Брайт Фоллс обновленная. Ну, тут замок. It won't open.
И этот ключ не подойдет, что, собственно, логично. Excuse me. I'm Agent Saga Андерсон. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Uwaick, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Так, что скрываем? The cult of the tree. What are the bookers telling me? Found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Okay. Так, стоп. Так, жертвами от убийства. Может, сюда куда-то, не? Или сюда. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Окей. Тело закрыто. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Окей. Второстепенные дела помогут вам собирать улики для решения серьезных насущных вопросов. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down.
Кто в него входит? Что за культ? Нет? Все правильно. Психология культистов. Неплохо организованы, так что им приходится действовать тайно, скрывать лица, связь с Днем Оленя. Нет. Окей. Здесь валяется столько оборудования. Интересно, как оно давно здесь. Ну, короче, как-то так пока. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Да, игра, я понял, что можно карту посмотреть. Хорошо. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Интересно, интересно. Арсплей, спасибо большое. Не знаю, если ты в ВК сидишь, у нас там болталка есть в паблике. Можешь в болталку закинуть. Кинуть тег, ну, чтобы адресовать мне, и все, я увижу. Спасибо. Расскажи вкратце, про что игра. Ну, для начала тебе нужно вкратце знать, про что была первая часть. Почитай в описании. Как же она отгадывает? Ну, это ж... Она же, насколько я понял, она персонаж, написанный Аланом. Вот, поэтому у нее какие-то суперспособности получаются. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Она, кстати, вообще не похожа на официантку из первой части. Та была просто какая-то секс-бомба. А здесь просто такая обычная девушка. You know how touchy these rural types can be. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Дайте мне сохраниться-то уже. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest.
Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Пресет какой графики? Это режим Hey, what do you know производительности. about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Дайте сохраниться. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey! So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Но я понимаю, почему симулятор ходьбы для многих. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. О, Патрики. А это что такое? Подожди. Набор для перевязки ран. Хилка, короче. Неплохо так зашли. I need bolt cutters. Ожерелье культа — это вообще, оказывается, предмет какой-то, вскрывающий что-то. Да, ждите, дайте я вас залутаю. По самое не балуйся. Это чё? Бейсбол! Ну, прямо это уж точно, извините, прямо отсылка. Пейнкиллеры. Ну, в смысле, на Макса Пейна. It doesn't budge. Блин, а чё у вас темень такая, ребят? Экономите. Let's take a look at our patient. Давай. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Что ж была причиной смерти? Ну, даже не знаю. Отдай Алексу. Не знаю, можно ли вообще. Играю на плойке в режиме качества, игра не динамичная, разница в FPS не чувствуется. Но я попробую сейчас. Я просто хочу сохраниться, скачать патч, который только что вышел во время стрима. Вот. И посмотреть режим качества именно, сравнить. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Так, окей. Так, ожерелье культа — это сюда, наверное, да? Нет? Что за культ? Символы культа. По наличию ожерелья можно определить принадлежность к культу. Его не особо прячут, гордятся. Так. Окей. Так, подожди, это мы закрыли же, по-моему, да? Time to see what Nightingale's body can tell us.
ритуальная надпись. Убийцы оставили надпись на сердце. Как? Не могу разобрать слова. Похоже, Найтингейл сопротивлялся, пока его не усмирили. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. На момент привязывания жертва была жива. Непонятно, когда тело раздуло. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Так, а можно посмотреть, что там уже? Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? Show me the clicker. Старайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не замечали. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Убежище устанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище и будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступным. Go. Vanished. Ага, понятненько. Музяка подъехала.
Не знаю, это имеет значение для сюжета? Вот эта кат-сцена? Или просто разбивка такая? Нормальный моментик. Там еще, по-моему, этот был... актер, который играл одного из... Ну, не злодеев, а одного из персонажей тоже Квантума. Но он скончался уже. Актер этот. Просто музон для фанатов, в общем. Да ладно. Давай скипнем. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Okay. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. There's one of the... Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Окей. Это мы уже видели все. Да не зашел я в тупик, я пытаюсь найти подсказки. О, аптечка. Так, а почему одна? А, нет, две. Окей, поехали. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Согласно странице, судя по всему, Найтингейл вернулся к озеру Колдерн. Он одержимый. Складка. Чего? Чушь какая-то. Шугалей. Наверное, правильно так читается. Спасибо. Привет тебе. Так. Рукопись — это часть ритуала.
Nope. А куда это? Подожди, что-то не пойму. Может, сюда? Ни за что бы не поверила в такое, если бы сама не увидела. А, не сюда. Найтингейл — единственный убитый, ставший монстром. Ага. Так, Найтингейл охотился на Сагу, не заметил ее на свету, прошел мимо. Окей. Ну, это просто описание того, что произошло по факту. Радио. А, музыч можно собирать, я так понял, когда проходишь. Ясненько. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Окей. А что, интересненькая завязка. Прямо этот True Detective какой-то. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Перенести ачивки Xbox вверх экрана, параметры предпочтения, уведомления, положение уведомлений. Спасибо, сейчас сделаю как раз. А то реально бесит. Так, ну ладно, это начало главы. Я надеюсь, что Quick Resume просто сработает, потому что что-то не дают сохраниться вручную никак. Так, тогда давай сделаем таким образом. Вот. Так, что там? Параметры предпочтения. Ой, вспомни бы, где параметры на Xbox. А давай я просто вот так сделаю и все. Да? Или это rewards, да, по идее. Давай я просто отключу уведомления все, нахрен мне это не надо. Даже вот так просто баннеры уведомления отключу и все. Нормально. Так, и что там, реально патч вышел? Я даже не знаю, где это посмотреть на боксе. Есть. Окей, давай. Давай, пусть обновится. Никак не привыкну к новому интерфейсу. Сам Лейк говорил, что вдохновлялся настоящим детективом, но оно здесь очень сильно заметно, да. Так, ну ладно, пусть обновляется. Давай сделаем перекур тогда. Пока что. Он достаточно быстро обновится. Вот.
И продолжим. Окей. Let's go. На перекурчик. Что, танцуют все? Но он, видишь, почти обновилась, нормально. Не так уж и долго. Может, сабы починятся. Хотя они, походу, только в начале поломаны были. Сейчас пока что я не замечал прям косяков каких-то с субтитрами. Вроде уже лучше стало. Или я просто привык. Ну, заодно посмотрим в 30 FPS, как это все играется. Есть ли смысл в 60 гонять? Потому что, ну,
реально по большей части симулятор ходьбы и разговоров. Интересно до смерти, конечно, но по геймплею пока что просто 2 часа ходьбы реально. Два выстрела сделали за 2 часа. Нормально. О, все, хорош. Видишь, как четко. Четенько. Прям четенько-четенько. Как раз картошечки жирной прихватил. Мокрая вода приятного. На ПК системки очень лютые. Ну, тут идея в том, что... Смысл в том, что игра и так выглядит офигительно даже на низких настройках. Вот и все. То есть это что-то типа как Ведьмак 2, где графику сделали на вырост, так сказать. Давай посмотрим режим качества. Продолжить. Ну, у Remedy реально последние игры все такие были. И Quantum Break на ПК просто дичь какая-то была. И Control тоже люто требовательная. Ой, ну не знаю. Я чувствую очень сильно разницу. Я вообще... Не. Графон этого не стоит вообще. Графон этого вообще не стоит. Так, а скипнуть это нельзя никак? Нельзя. А, можно. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is... Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Хона 2. Блин, я вообще случайно про нее узнал. Я даже не знал, что они делают вторую часть. Там, скорее всего, тоже русского нет. Потому что в первой части-то его не было. A dead man turned into a monster. Light. Блин, надо было в самом начале главы, короче, перерыв делать. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Yeah. Все, окей, пошли. The page places Nightingale back at Cauldron Есть русский, серьезно? Блин, надо тогда поиграть. Lake. Первая Кона была отличной игрой вообще. We need to head over there, stop him. Жутко интересно. Okay. Я только ни хрена не помню, про что она была. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? They're a fine pair. Так, а что если здесь пошариться? О. Oh dear, I am a tourist. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods.
It only had a tour guide, also. It's bear season. Bear. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Braitt Fолls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. 10 из 10 реклама просто. Нахер правительство. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Окей, пошли. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Braitt Fолls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercado won't roll over on the issues. Хоть где-то подкрепление запрашивают, да. Мне только интересно, у них же вон гарнитуры в ушах. Зачем он телефон достал при этом? Ну, типа, к уху подносил. Зачем, если так гарнитура воткнута? Или это другой тип гарнитуры? Ну что, поехали? I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Uэйk. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Uэйk. The cult was copycatting the murders from the books.
In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ну чё, вот вам прямая связь с Максом Пейном. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Красиво. Аж в лес захотелось. В такой вот, какой-нибудь. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Здрасте. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Andерсон. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Ну, найсовая отсылка. Ну, не отсылка, точнее, это прямая связь. Запись об обслуживании, следы постороннего вмешательства, сигналы перенаправлены к неизвестному передатчику, последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство, сообщу отделу расследований.
Вставляю запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может стоит добавить дополнительный слой металлической обшивки, чтобы обезопасить технику от енотов. I'd be happy to get you VIP tickets into Coffee World. Just say the word. Thanks. But I don't Let's get to the murder site, Casey. Ну, это в контроле, кстати, даже было, что они следят за этим местом. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Что ж так темно-то все время? Большие такие двуногие еноты. Может быть, да. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Дэниел, привет. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Окей, ладно, пошли по следу. Жень, привет. В контроле даже было письмо, которое описывалось подача заявления от Кейси всех документов по Алану в Брайт Фоллс. Я только помню описание, событий Алана Уэйка первого, и все. Ну и то, что начали слежку за местом. Я же правильно понял, что героиня может вести расследование в воображаемом месте с доской? Да. Да. Твою мать, вот это скримачочек. Ой, а у меня хп не полный, давай залечимся. Блин, а у меня отняли пилюлю одну. А, я забыл ее залутать, наверное. Так, давай тогда пейнкиллер один в ячейку поставим вот в эту. О, халява. Хорош.
What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Okay. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Так, зацепки глянем. OnlyFans, здорово, спасибо. Nope, серьезно? А, символ. Привет, спасибо за стрим. Здоровья родным, близким. Спасибо тебе тоже. Зови Натали из чата к нам на OnlyFans, а то больно интересуется. Я не думаю, что замужней женщине это интересно будет. Is Witch's ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Okay. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Окей. Блин, а я не помню, где она была. Ага, направо и вверх. Окей. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. А где его искать, внутри? Или там, где стоянка была? The page described the hut being lit and mentioned a fuse. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Где?
кофеечек. Another page. Making progress. С кликером вообще классно замутили, учитывая, что Алан сжег его с... Ой, с сердцем. Алан сжег его кликером в первой части. Я что-то не помню. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Окей. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? А где твое сердечко? А, по телеку можно пересматривать то, что мы нашли. А где... Да не туда-сюда, давай смотри. Где твое сердечко? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. В финале он пробивает сердце темной сущности. А, я думал, ты про Найтингейла. Я просто только помню, что Найтингейла просто, ну, утащила темная сущность и все. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Сливанемся просто на всякий. Так, ну потопали. Так, а сколько хп? То есть, если я на свет встану, там же у меня хп должно восстанавливаться, да? А, дальше не восстанавливается. Окей. Твою мать. Долбаный олень. Так, а где холодок? Здрасте.
Жесть, сколько ты патронов съел. Occultist. A monster. Like Nightingale. Так, аптечечка. Патрики. Записулечка. Это у нас что? Ага. Подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Окей. Стойка. Не забыть обновить код. Угу. 739, видимо. Да. Ей, у нас есть шотганчик. Найс. Страница рукописи. Сага направилась к сломанной двери, пистолет наготове, фонарик нацелен вперед. Найтингейл сказал искать здесь. Универсальный магазин озеро Колдрон совсем зарос, его забросили. В голову Саги полезли мысли о культе дерева. Они все это время были здесь. Ждали, планировали жуткое ритуальное убийство. И резались в карты в магазине. Коротали вечера за игрой в покер. Сага приблизилась к двери, сломанной. И здесь побывал какой-то зверь. Раздался грохот, и перед Сагой вырос культист. Огромная фигура в плаще. Мы несем дозор в ночи. Безумные глаза за пластиковой маской оленя, топор в поднятой руке. Еще Патрика. Сердечко. The text on the heart is clearer now. Legible. Рябью кривое зерцало пошло, волна на него навалилась. Окей. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Sounds literary. But what does it mean? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Окей. Как у тебя здоровье потратилось? Но он меня один раз стукнул до того, как игра сказала, как уворачиваться. Можно было просто стекло разбить. Думаешь? Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up.
I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Так. Я вот понимаю, Кейси, я тоже, блин, заблудился. Ага, вот туда нам. Господи, я думал, это культист. Давай сейванемся, раз такая пьянка. Можно даже так переписать. Не, ну ХП у культистов, конечно, мое почтение. Жесть, ты чё не умираешь? Ау. Тут прям в тайминге надо попадать. В первой части надо было просто по факту держать клавишу. А тут нужно прям реально ловить тайминги. Нежданчик. Блин, я же мог просто на фонаре залечиться, наверное, да? Блин, у меня 7 патронов осталось, жесть. А спас-патрики не падали там, не? И... Алан Souls. Угу. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Действительно, fuck me. А Кейси сообщить не хочешь ничего? Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. What was that?
Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Чарльз Стаки. Если я ничего не путаю. Арендодатель этих хижинок. He's here. Nightingale. Окей. Trapped here. Escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. О! Nightingale's badge. Рассмотреть его нельзя. Вот психодел пошел. О, господи, подожди, я же не ожидал. Даже не видно ничего, навестись-то на тебя нельзя.
О, господи, что это было сейчас? Где ты? Куда уходить? Да, что? Подожди, там что-то есть. Блин, ну как так-то? Там что-то было, я хотел залутать, но игра. Зачем так делить? Норм. Тут пусто вообще. Ой, не сюда. Куда? Куда? Что-то патрики заканчиваться начинают. По ощущениям. Где? Не вижу его. А, вот the fuck. Что происходит? Готово. Who are you? What is this? Who are you? You hear me? I'm Saga Andерсон, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape? In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Мощно. С обрезом намного проще. Ну да, игрушка хардовая, согласен. Ладно, музыку не буду слушать, чисто чтобы права не пролетали. Anderson, where did you go?
all of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Uэйk. Mr. Uэйk, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Окей. С пистолетом минут 15 не убегал. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Бус, чего тебе? Бус, давай попозже, ладно? Ну что, ну не тарань меня. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Ну хватит, Бус. Ну что ты хочешь? It's getting dark. You have a flashlight? Ну It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Приставучка. Да что ты хочешь, Бус? Что-то хочет, не знаю что. Сейчас я быстро гляну, может и молоток поменять надо. Не, Бус, сходи в маленький. Все. Не выпендривайся. Короче, коту скучно. Кот хочет внимания. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Не, на самом деле бегать от этого челика, мне кажется, сложно. Ну, не знаю, как на клавомыши играется. С геймпада сложно, потому что, блин, не видно ни хренища. Темно пипец. И он выпрыгивает постоянно откуда-то сбоку. Чисто на слух по факту ориентируешься. Так что с пистолем, наверное, да, задолбаешься. Ну да. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Ой, я не обратил. Ну, окей. Серьезно? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Ну вот это было просто сверхсложная головоломка. The cult doesn't see their victims as people. Не забывайте, они похожи на нас только внешне. Разумом они подобны животным. Наша задача преследовать их и выпотрошить нахрен. Просто сложность 10 из 10, честно. У меня аж мозг заболел. А чем мы там подобрали? Подожди, это что такое? Баллон с газом. Можно бросить или взорвать пистолет. Нанесет всем поблизости серьезный урон. Флэш. Угу. Патроны для дробаша. Так, и хпшка есть. Но пока не буду хиляться. Вообще не понимаю, где мы. Господи, как здесь все запутано.
Сейф, нормально. Если вдруг что, можно будет. Ага. Все ясно, где мы. Так, ну пойдем. Ёперный. Ага, отхилились. Капец живучий. Все живучие, просто пипец. Ну да, хпшка совсем чуть-чуть восстанавливается на свету. Давай залечимся. О, нычечка подъехала. Страничка. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Так, ну подъехала уже темная материя. Я вот в первой части не было так запутано, как здесь. О, ключи. Ключ от схрона у реки. Где я вообще? Ага, это проход к берегу, это к частным домам. Так, а что за схрон у реки? Схрон, точнее. А у реки, а у реки, а у реки. Гуляли девки, гуляли мужики, да? Сегодняшний улов, желтый окунь, небольшая щучка, почти поймал озерную палию. Не шарю в этом всем. Но та в последний момент сорвалась с крючка. Перед самым рассветом заметил в лесу приезжающего. При себе у него был не то бинокль, не то подзорная труба, не то еще какая-то фиговина. Он что-то записывал, меня не заметил. Ну, оно и к лучшему, лишнее внимание мне ни к чему. Сегодняшний улов. Старая резиновая калоша. Уже знакомые психи снова бродят по окрестностям. Прошли мимо, как обычно, кому есть дело до старого молчаливого рыбака. Даже рыбы его не замечают. Окей. Там же в области со стрелочками. Окей. The cult is leaving supplies around for themselves. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. А культ следит за тобой прямо сейчас. Смекаешь?
Так, давай сделаем следующим образом, наверное. Угу. Ну, так вроде норм. Так, а здесь тоже тупик, да? Все, окей. Получается, плюс-минус все осмотрели. Черт. Вы живучие. Че упало-то? А, Патрики. В обычных коробочках серых. Так, лады. Ну, не знаю, есть смысл что-то еще осматривать? Это мы назад уже пошли. Может, нам через мост как раз? У них слабые точки на спине? Да. Поэтому я даже сейчас не пытался в них попасть. Не привык к управлению еще. Я после соулс-лайков по умолчанию на Б начинаю долбить, чтобы уклониться. А здесь же управление другое. Окей, я думал, вам сюда вообще не надо пока что. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Птица для света, 2 птицы для тьмы. 3 для боев, 4 для борьбы. 5 для испытаний, 6 для страданий, 7 для финала. Во что бы то ни стало. Окей, надо это в чертоге разума нырнуть по ходу дела. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Something feels different. I should look around. Mm-hmm. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Интересненько. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Противников легче сбить с ног атакой. Я так понимаю, мне птичек теперь искать надо, да? Я все время на Б жму, короче. Я просто, да, я не могу, я настолько привык на Б уклоняться, я просто не могу переучиться, я реально долблю на Б. Хоть убей. Просто мышечная память уже мешает играть.
cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Да, го в чертоге заскочим просто. Уф, бой. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Вот это, если честно, самая нудная часть игры. Прям вот нудная до смерти. No. Да почему нет-то? Окей. А, вот это потому что. Нет? Doesn't make sense. Окей. А, стишки Брайт Фоллс. Угу, понял. Okay. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Угу. Оружие улучшить. Так мне не хватает улучшения. Типа это просто повторение всего того, что мы и так уже знаем по факту. Ну, вроде все. Может, сердце нарисованное положить? Не, нужно фигурки стопудово. Так, а для прокачки дробаша что нужно? О, тут еще больше. Стоп, там что-то новое появилось. А это что? If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Так, ладно. Дайте мне тяжелое вооружение тогда. А, то есть они еще и рандомно спавнятся. Типа не обязательно, что они здесь появятся. Могут и не появиться. Окей. Так. Знатная развилочка. Там здесь лутанемся. Потом можно будет туда вернуться. А, здесь замок нужен. Ключ точнее. У нас ничего не подходит. Так, тут какая-то хижина.
О, нормуль, прям целый домик. Another one of those rhymes. Героиня отправилась смело сражаться за правду. Вышел тут из лесу волк, голодный и жадный. Съел он все, что в покинутом доме им найдено было, и, вернувшись, увидела то, что лишилась того, что любила. Что? Ну что, у нас сейчас волк в доме будет, что ли? What the fuck? У меня сейчас оба монитора погасли. Крепотенюшка. Телек не работает. Rest easy, buddy. Фигурка ворона пригодится, забери. А, ее забрать обратно можно. Я думал, это одноразовая акция. Внимания не обратил. Угу. Изучение обнаруженных на озере Колдерн явлений, меняющих реальность на основе содержания произведений искусства. Сотрудник ФБК планирует провести ряд экспериментов с детскими стишками. Далее вымысел. В попытке восстановить условия, в которых написанное воплощается в реальность. Согласно нашей гипотезе, вымысел влияет на реальность двумя путями. Он либо описывает события, имевшие место в действительности, но неизвестные автору. В таком случае творческий акт становится катализатором событий прошлого, которое в свою очередь играет роль источника вдохновения, либо сам по себе инициирует события с созданием новой временной линии, используя автора как проводника. В рамках нашего эксперимента мы скомпонуем тексты детских стишков, ориентируясь на определенные задачи. Далее используемые описанные куклы и символы с целью манифестации вымысла в реальности. В целях сбора данных и вычленения закономерностей планируется опробовать ряд комбинаций из кукол, символов и стишков. В зависимости от результатов методика будет скорректирована. Игрушечный волк. Ага. Кукла-герой. Угу. Два, 5, 4, 7. Получил положительный отзыв на мое предложение. Спасибо. Думаю, не стоит напоминать, что мой академический личный интерес к мифологии, фольклору и литературе придает вес проекту. Я идеально подхожу на роль его главы и организатора экспериментов. Высылаю обещанный отчет о первом этапе серии экспериментов. В качестве инвентаря мы использовали пластмассовые фигурки животных, плюшевых медвежат, игрушечные машинки, кукол пупсов. Согласно гипотезе, архетипическая природа
этих объектов должна содействовать достижению наших целей. Результаты эксперимента отрицательные. Я продолжу серию экспериментов, используя более сложные объекты и сценарии. Ответ на письмо не требуется. Окей. Ну, пойдем вернемся за той фигуркой тогда. Видимо, она нужна для этого стежка будет. Не смотрел первую часть, поэтому ничего не понимаю. Тут еще надо было и контрол смотреть по факту, чтобы понимать хорошо все. Тут 2 игры нужно пройти, чтобы в этой, ну, хоть что-то соображать. Да, они тупо спавнятся, короче. Они тупо спавнятся из ниоткуда. Ну, по моим ощущениям, пока что дробаш здесь и прям лютая имба, а пистолет прям что-то так себе. Столько нужно всадить патронов. У меня еще по хедшотам не очень хорошо получается. Немножко отучился на геймпаде играть, точнее, просто привык уже к элитке слишком сильно. Так, что здесь еще раз было написано там? Нам, по-моему, что-то не хватает еще фигурки какой-то. Сейчас не очень понимаю этот стишок. Типа, что мне еще нужно? Как это все должно работать? Все хватает. А, из лесу волк вышел, наверное, да? Смело сражаться за правду. Отправилась, может, кораблик? Ага. I have a weird feeling something's changed. What is this? This is ridiculous. Another charm for my bracelet. Подвеска. Спасает от смерти, но при этом ломается. А, окей, пусть будет на черный день. Найс. Давай фигурки заберем, наверное. О боже, еще полотна текста.
Понятно. Так, направо же мы не можем пройти, да? Да. О, это тоже получше. Блин. Рукописи, рукописи, рукописи. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location, and a counterpoint. A work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. У меня такое большое, ну, серьезное опасение, что они перемудрили. Что там говорит ланчбокс? Где-то лежит. У меня реально складывается ощущение, что они перемудрили мальца. Хотя они в контрол уже перемудрили. Там реально и читать задолбаешься все, и мозг уже плывет в какой-то момент. Просто уже, а чё, вообще ничего не понял. Я что-то не вижу. Прохождение контрола? Не, нету. Я же говорил уже много раз, что хотел до выхода Алана успеть и контрол перепройти с дополнением соответствующим про Алана Уэйка. I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. И первого Алана перепройти с, опять же, DLC-шками. Я не вижу ланчбокс нигде, честно. На уступе. There's another lunchbox. Так я до него не дошел просто. Ну, конечно же, ты обязательно победишь. Иначе какая же из тебя героиня? А ты как думала? У всех качество слетает. Ну, видимо, все, YouTube опять заштормило. Ну что, выберемся отсюда, можно будет на сегодня закруглиться.
А здесь выйти нельзя, разве? Что за пот? Это не пот, это электронка. Ну, не электронка, в смысле, айкос, короче. В этом лесу сам теряешься. Да пипец, на самом деле. Я просто заколебался уже здесь. Очень замудренная лока. Опа. Походу я зря патроны трачу, да? Ну ладно, жаль. Я уже думал, что-то нашел. Очень сложно ориентироваться. В первой части такого даже близко не было. В первой части всегда было понятно, куда идти, а здесь просто... куда мне? Надо еще ключ найти от этого. Ну, вы поняли. От коробки. О май fucking god, я вообще не понимаю, где я. Вот частный домик здесь еще есть. В нем может быть ключ. Ага, Сундучевский. 6 плюс 2. Сейчас сколько будет 6 плюс 2? Плюс 3. 3 плюс 3. Так, 8, 6 и... Где еще? А где еще? Тут походу, да? Нет. Да. 7 минус 2. То есть 5, 8, 3. Или 8, 5, 3. Наверное, 5, 8, 3 все-таки. Камень, камень, дерево. Ага. Ой, не 3, а 6. То есть получается 5, 6, 8, да? Nope. Значит, 8, 6, 5. Ой, что я туплю-то? Подожди. Нет, все правильно. Камень, камень. 6, 5, 8. Так. Ага. Фух. Ты с нами или ты из их числа? Так, а как туда попасть? Теперь надо разобраться. Блин, а сколько у нас хилок? Да, я еще хильнусь, что ли. Чтоб фуловый хп был. There's a rhyme over here. Еще одно. Господи. Мать ворона свое защищает гнездо, птенцов охраняет, гонит прочь зло от монстра, который грядет, который пожрет. И лишь храброе сердце героя все может строить. О, господи.
Сохранка! Ура! Не прошло и 1000 лет. Страничка. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element. Danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Не уснул еще? Нет, пока что. Но близок к этому. Вот этот сегмент просто прям... Ходи, читай записки называется. Прекрасный поход, все дела. Советы рейнджера. Ну, давай попробуем. Но мне, по-моему, не хватит. Ну, сердце героя, да? То есть вот так. Может так и вот так. Nah. Nope. No. Oh. That's not right. Или мне что-то не хватает. Может так? Да. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Готов. Фух. Весело, блин. Так, а здесь тоже на ключ, что ли, закрыто? А, тут мы... А, и там на ключ. Нам нужен ключ. А ключа здесь, по-моему, не было же, да?
Сочно дрова жбахает, да. Надеюсь, нам потом дадут нормальный. Ну, это обрез. Надеюсь, дадут нормальный. Повышает радиус и продолжительность действия фальшфлеера. Давай поставим пока что. Блин, а где ключ-то тогда? Отстой. Я думал, он там где-то. Так, подожди, а там был проход какой-то, нет? А, еще туда проход. И туда проход. Мать твою. Видимо, сюда. А, это дальше по сюжету ящики откроются. То я думал, я что-то пропустил, а уже облазывать все заново вот, вообще нет желания, если честно. Подзадушил этот сегмент. Сбегать не по лесу. Идеальное уклонение все-таки здесь есть. Просто в первой части Алан по факту сам уклонялся. Тебе не надо было особо ничего делать. Ты мог просто зажать клавишу, и Алан все равно уклонился. Да, это не лутается, кстати, ящик. А здесь, видишь, есть идеальное уклонение, есть просто уклонение. Another one of those lunchboxes. Ланчбокс. Ого! По воде пробежала рябь, лунный свет заплясал на волнах, словно мерцающий оркестрик. Ой, оркестрик, господи. Шагающий по поверхности озера. Я поежился от холода, одиночество, тяжело вздохнула, вспомнила о нем, потом вода замерла, и передо мной возник ее призрачный образ. В озере отразилась ее улыбкой. Я подняла взор, не смея поверить своему счастью, но он действительно стоял передо мной. Любовь моя, мой спаситель, мой писатель. Окей. 9 штучек на прокачку. Нужно все равно минимум 12. Давай сыванемся, раз уж мы здесь. Да блин, Семен, что ты там делаешь? Говнюк маленький. Сёма один из тех котов, который вот найдет что-нибудь, что ему интересно, и скидывает это.
маленький говнюк. Так, ну что, пошли на парковку, получается, да? А там что-то было? Нет? А, там пейзаж просто. А кто там писал что-то про станцию ФБК? А, она по пути будет. Не, ну да, если в бошку попадать, то нормально. There's another cult stash. Угу. Озеро — это тайник. Под водой, подводной гладью скрыт секретный механизм, который только и ждет, что когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в этом большом доме озера готовятся не пойми к чему. Так. В стороны, внутрь, вверх, видимо. Вниз. Внутрь. О, господи. I feel bad for these guys. Судя по всему, есть ачивка за то, что ты гладишь каждую эту выпотрошенную бошку. Так, ладно, что тут? Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Понял. Так. Помой руки. Это, видимо, ванна. Да. Вверх-вниз. Внутрь, вверх-вниз. И влево-вправо. Занятненько. Если ты не един с деревьями, руки прочь. Ну, сорян, мужики, уже все залутал. Так, я хоть правильно иду там? Да. Нет. А, далеко убежал. Почему полицейские в играх всегда какие-то немощи, которые 2 метра пробежать нормально не могут даже? Это, конечно, не Кастеланос, который вообще инвалид по факту. Там я лутался же, да? Лутался.
Ничего. Мотор на станции, посмотри. Мотор? Какой мотор? Не могу посмотреть. Чертоги разума, не являющиеся паузой в игре, это, ну да, это хардово, наверное. Да блин, здесь нормальная сложность, ну я бы сказал, повышенная даже. А, в мониторы, да, уже пофиг. Все, go. Да, я готов, я задолбался в этом лесу. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Убийца дворецкий. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember.
Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already... Welcome to Mr. Alan Uwaick. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Uwaick, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with auto-fiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Uwaick in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. Return. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Найс. Ярослав, спасибо большое. Спасибо за стрим отдушно после рабочего дня. Спасибо. Спасибо. I needed to get home to Alice. Да, камео Poets of the Fall. Я еще в трейлере, я помню, заметил такое, что серьезно, это Poets. Ну, тут не все, естественно.
Я только гитариста по факту успел узнать. Где вот эта наркомания пошла. Так, ну я сейчас буду закругляться уже потихоньку. Давай этот... А может прямо здесь? Это же чекпоинт, по идее, был, да? Была сохранка справа? Кто не заметил? Меня подзадушнило просто мальца. Это... часть с лесом. Вроде не было, блин. Давай сейчас сейф получим какой-нибудь. Потому что дальше за Алана будем играть, скорее всего, сегмент достаточно длительный. И я... О. Да. Ага. Ну, не всем составом. Почему-то только 3. А фонарик можно, а то не видно ни хрена. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Ха-ха-ха, доктор Дарлинг. Моя интерпретация множества миров. Да, вот. А слева снизу и справа сверху как раз-таки члены группы. Вон Алан Уэйк типа сверху. А это кто? Справа, я не знаю, не узнаю. А, это Арти, что ли? Блин, очень плохо видно. По-моему, это Арти был, не? Или как его звали, не Арти? Ну, из контрола, короче, уборщик. А там 665, по-моему. Great. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. There was something in the studio with me. I had to get out. Бежим! Упс. This is the ritual to ritual. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced. About riding here for countless days. Да, субтитры всраты именно в катсценах. I had been writing. Initiation. You must write to escape. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Okay.
Так. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen, the actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. The writer, the books, the films are based on. Let's do this! Опять сохранки что-то нет. А, она во время загрузки, по-моему, была. Вроде бы. Субтитры просто рано появляются. Да, так и есть. Блин, ну вот реально сделали сохранение через хрен знает когда, в какие-то моменты, когда вообще непонятно. 3 минуты назад. 12 минут назад. Давай здесь тогда тормознем. Душит игра. Не, ну просто секция была очень нудная в игре. Подзадушил с мальца. У меня какой-то просто пейсинг очень такой. Начало-то ладно. Ну, тебя вводят в курс дела, так сказать, погружают в сюжет. Потом тебе дают, ну, такой в конце первой главы бум-момент, короче, устраивают. А потом ты бродишь по лесу. Просто бродишь по лесу. Происходит сюжетная фигня всякая, да, интересно, прямо интересно. А потом ты просто бродишь по лесу. Вот. И мобы спавнятся очень редко. Банально просто тягомотно. И загадки эти дурацкие решать тоже. Ну, интересно первые 2 раза. А потом такой, серьезно, опять эта загадка. Через 2 метра буквально. Не знаю. Ой, не знаю, давай на сегодня тормознем. Прям долго в нее играть тяжело, честно. Вникать долго тяжело. Да и плюс сейчас, походу, самая наркомания начнется за Алана. Вот, поэтому надо это... переварить все, что сегодня было, да, и со свежей головой начать. Вот. Это самое. Я не знаю, я, наверное, завтра тоже рано начну. Ну, тоже часов в 5. Вот, потому что... Не знаю. Ну, чтобы пораньше начать просто. Любим наркоманию. Нудно и тягомотно. Ну, сюжет интересный просто. Мне очень интересно, что здесь вообще придумали с сюжеткой. Пока что все более-менее понятно. Пока что все ясно. А вот что сейчас вот сегмент с Аланом прям будет, скорее всего, самый такой, типа, а что? Поэтому надо вникать будет. Ну да, завтра давай тогда тоже часов в 5 или в 6 начнем. Вот. Дальше мухоморы. Ну, это отлично. Это хорошо. Самое то, как по мне. Пока что очень любопытно. Прям очень хочется узнать, что дальше. Ну, лично мне. Не знаю, как вам. Мне прям очень интересно, что там дальше. Все сегменты с Аланом наркомания. Ну, вот поэтому, да. Поэтому надо соображать. Опять, единственное, что мне не нравится у Remedy, они очень любят кучу записок напихать, и некоторые из них реально интересно почитать, а некоторые просто наблюдения. Я увидел лося. Там люди с камерой прошли по лесу. Ну, типа, клево, конечно. Но пока что интересно. Мне пока нравится.
Но немножечко душит. Самое мало. Первая была не настолько душной. В первой сплошной экшен был. Да, он был однообразный, но лично мне он норм был. Потому что он был не напряжный, наверное. Она даже на кошмаре очень простая. А здесь на нормале уже, блин, пару раз отъехать умудрился. Вот. Ладненько, ребят, спасибо большое, что были. Как всегда, отдельное огромное спасибо всем нашим прекрасным бустерам. Всем, кто закинул монетку. Спасибо за поддержку. И до встречи завтра уже тогда вечером. Давайте, спокойной ночки. И до встречи. Пока.